Доброе утро, зрители Stop Game! Вы смотрите InFact. Capcom провела личную игровую презентацию, на которой рассказала о своих текущих и готовящихся к релизу проектах. Первым показали свежий трейлер Monster Hunter Wilds. В нем герои отправились в заснеженный регион, населяемый не менее опасными тварями, чем все прочие. С 7 по 10 февраля, а после с 14 по 17 пройдет бета-тест, в ходе которого игрокам дадут сразиться с главным монстром игры Арквельдом, забороть чудовищ поменьше и потренироваться в лагере. В бете будут доступны онлайн-функции вроде частных лобби и одиночного сетевого режима. Персонажа можно будет потом перенести в полную версию игры, но без прогресса. За участие в тестировании подарят внутриигровые бонусы. После того, как Monster Hunter Wilds выйдет, уже через неделю начнут появляться ограниченные по времени квесты, за выполнение которых в награду обещают дать особую броньку. Разработчики выкатили и свежие системные требования, с ними можете ознакомиться по ссылке в описании. Над оптимизоном успели малость пошаманить, так что новые системки стали чуть попроще. А чтобы мы могли узнать, запустится ли новинка на наших компьютерах вообще, авторы выкатили в Steam официальный бенчмарк. Monster Hunter Wilds стартует на ПК, PS5 и Xbox Series 28 февраля. Следом Capcom анонсировала ремастер Onimusha 2 Samurai's Destiny. Ранее игра выходила только для PlayStation 2. В этом году оригиналу стукнет уже 23 года, так что обнова к месту. Прокачанная версия появится на ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch когда-то в этом году. А вот Onimusha Way of the Sword обещают выпустить уже в 2026, но зато подробностей новых подкинули. Команда старается совместить фирменные драки на мечах и элементы темного фэнтези, используя передовые технологии Capcom, чтобы сделать игру как можно более захватывающей. Основной акцент в Way of the Sword делается на интересных персонажах, сеттинге фэнтезийного Киото эпохи Эдо и задорной шинковке врагов. С помощью перчатки Они герой будет сражаться с демонами Генма. Артефакт поглощает их души, и благодаря этому персонажу будут открываться особые скиллы. Обещают кровь и расчлененку, а еще не переусложнять игровой процесс, чтобы фанаты получали удовольствие от каждого убиенного противника. Onimusha Way of the Sword выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Ну и последнее, о чем стоит сказать, это Capcom Fighting Collection 2. Собственно, сборник стареньких мордобоев с поддержкой сетевой игры, правками баланса, улучшениями качества жизни и русским языком на борту. Коллекция стартует на ПК, PlayStation 4, Xbox One и Switch 16 мая. Создатели короткого демейка Bloodborne PSX получили жалобу от компании Markscan Entertainment, нанятой Sony для защиты своих авторских прав. И это вообще странно, учитывая, что фанатский демейк вышел еще в 2022. Более того, Sony уже приставала к тем же моддерам из-за их картинга по мотивам той же Bloodborne, Nightmare Kart. Тогда компания потребовала убрать из игры все элементы их интеллектуальной собственности. И вот тут внезапно вспомнила и про Bloodborne PSX. Еще более странной она смотрится на фоне новости о такой же жалобе, но направленной уже автору мода, который всего лишь повышает фреймрейт Bloodborne с 30 до 60. Ремастер, главное, зажали, апдейтов не дают, а в оригинальную игру на PS4 и по обратке на PS5 погонять можно только в 30 кадров. Фанат пытался это исправить своим патчем. Ну и вот, исправил. Студия Noodle Cat Games анонсировала выживач Cloudheim. Нас отправят покорять острова и таинственные подземелья, полные врагов, загадок и материалов для крафта. Базой для наших персонажей служит огромная древняя черепаха по имени Панцирь Одина, несущая частицу силы мертвого божества. Здесь можно развивать мастерскую и даже открыть свою лавку. В сражениях необходимо будет использовать окружение, то есть обрушать колонны, затягивать противников в торнадо, пинать в них взрывающиеся бочки и так далее. Постепенно будут открываться новые скиллы и виды оружия. Заявлены одиночный режим и кооператив на 4 персоны. Cloudheim стартует в 2025 на ПК, PS5 и Xbox Series, но пока что без перевода на русский. Electronic Arts выкатила свежий отчет, по которому видно, насколько паршивым выдался третий квартал финансового года для компании.
Статьи про цифры и проценты я пропущу, глянем только то, что касается непосредственно конкретных игр. Так вот, отмечается, что у EA Sports FC 25 был высококачественный и стабильный запуск в сентябре, но инерции не хватило, чтобы выдержать планку в течение всего квартала. Более того, все футбольное направление показало среднегодовое падение. Электроники считают, что это объясняется тем, мол, многие игроки не хотят расставаться с предыдущими частями и переходить к более новым. Локомотив успеха и денежных потоков видели в Dragon Age The Veilguard, а она, вот видите, сплоховала. По словам гендира Эндрю Уилсона, ролевое приключение не сумело найти отклик у широкой аудитории в условиях высококонкурентного рынка. А знаете почему? Потому что в игре нет онлайн-элементов. Ну да, конечно, а мы-то думали, у игры вообще какие-то другие проблемы есть. Apex Legends тоже не порадовала дядек с тугими кошельками. Показатели опять же более низкие, чем год назад, хотя при этом итоговые цифры все равно соответствуют ожиданиям. Теперь EA всерьез раздумывает над масштабным апдейтом для Apex, а может даже выкатить Apex 2.0. Что до новой Battlefield, ее планируют выпустить в 2026 финансовом году, то есть когда-то между 1 апреля 2025 и 31 апреля 2026 года. Над новой батлой работают 4 студии. DICE пилит мультиплеер, EA Motive делает для него карты, Criterion занимается сингл-кампанией, а Ripple Effect готовит некие новые впечатления в рамках серии. Эпохальные новости. 4 марта Age of Mythology Retold ожидает первое дополнение под названием «Бессмертные столпы». Владельцы премиального издания получат его бесплатно. DLC введет в игру пантеон новых богов, а также героев из китайской мифологии. Стратегия доступна на ПК, Xbox и в Game Pass, а с 4 марта будет доступна и на PS5. Age of Empires 2 Definitive Edition тоже намеревается в этом году залететь на PlayStation 5, но с конкретной датой пока не ясно. Зато разработчики пообещали одно из самых потрясающих дополнений. Аддон предложит свежий контент и новые цивилизации для рейтингового режима. Больше подробностей раскроют ближе к весне. А планы на Age of Empires 4 поменялись. Теперь вместо одного допа игра получит в 2025 2 допа. Первый, Knights of Cross and Rose, выйдет весной. В нем нам дадут возглавить 2 известные армии и опробовать хардкорный соло-режим. Также в грядущих DLC девелоперы намерены расширить представленные ранее идеи и предложить больше различных подходов к тактике. И с новостями пока хорош. Вслед уходящему выпуску рекомендую с ноги залететь на наш сайт и ознакомиться с обзором Eternal Strengths от Алексея Лихачева. А еще заценить мой видос про вышедшие DLC для Atomic Heart. Приятного ознакомления и хорошего дня!